Хола, ми амиго! Приветствую вас, величественные генералы! Как ваше самочувствие? Как ваше боевое настроение? Как вы отпраздновали этот грандиознейший юбилей 15-летия Kingdom Rush? Я вот, например, решил на пару деньков вернуться в родные края и записать для вас несколько видосиков. Я все еще продолжаю немножко путешествовать по тем или иным делам, то туда, то сюда, но буквально еще неделька, и я думаю, что уже, знаете, так смогу полноценно вернуться к полному активу, там, записи тех или иных видео, тем более событий за последнее время накопилось действительно огромное количество. Это вот и 15-летие Kingdom Rush, выход 5-го сезона в КРБ и появление нового героя Везнана. Кстати, лично для меня данная карта довольно веселая. И если к ней, так, знаете, как бы подстроиться, приноровиться, то отыгрывать будет поистине замечательно. Был анонс от разработчиков касательно Генезиса, друзья. Вот как раз сегодня об этом речи пойдет по поводу классического режима. Это последний был классический натиск, и тут была интрига. Вот видите, все такое под замками, как бы бла-бла-бла, туда-сюда. Но, тем не менее, разработчики вот открыли карты и сказали, что это будет действительно прохождение в классическом стиле при использовании классических нам хорошо знакомых башен из первой части КР. И на самом деле это восхитительно. Я надеялся, что дадут возможность немножко пощупать, как бы хотя бы на вот этих вот первых 6 локациях, да, этапах, которые нам дали в демке, но, к сожалению, это было всего лишь на уровне анонса, и нам как бы, ну, получится уже вкусить всю эту атмосферу и романтику после релиза. Возможно, даже и к лучшему, и правильно, чтобы, ну, да, там не выдавать нам уже на стадии демки прям всю вкуснятину, которая вот будет в данной игре. Поэтому поиграть в классический натиск мы с вами не сможем, как и в принципе вот в геройский отряд, но тем не менее. Еще, друзья, пару слов касательно новостей. Те, кто играют в Reborn мод, вышло также новое обновление, и это атака на Хаммерхолд. Если в КРБ мы все еще пока вот в надежде на появление арены Хаммерхолдовской, потому что все к этому идет, и честно немножко вам спойлерну, действительно новая арена будет, и скорее всего также осенью, где-то вот в сентябре, там ближе к октябрю, но она будет, и она действительно уже вот как бы готовится, да, выйти на гору. А в Реборне уже такая мини-компания существует, и там походу реально лютый хардкор. И я после Генезиса хочу и там пару каточек записать, посмотрим, надеюсь, у меня это получится, друзья. Ну, пока предлагаю немножечко поностальгировать вот в Генезисе, пусть и нету классического натиска, как бы, но вот предлагаю пощупать, попробовать пару испыташек. Например, вот испытание на скорость и волшебный натиск, да. Отыграем с вами, ну, пару кампаний, сильно много времени не займу, но просто вот, чтобы, знаете, чисто для интереса и поддержания вот этого вот общего настроения и тонуса по Генезису. Я, например, ожидаю от этой игры прям вау-эффект. И ну, давайте мы с вами начнем, и потом будем уже как бы дальше продолжать беседу в этом направлении. Так, у меня здесь ускоренное заклинание, 3 жизни, 3 волны, да, как бы вот награды мы получаем, и это чудесненько и прекрасненько. Так, давайте загрузимся и начнем как бы наше сражение. Так, давайте мы, наверное, вот так вот мы сделаем, и вот так мы сделаем посмотрим. Так вот, друзья, что я хотел сказать. На днях, ну, относительно недавно, да, разрабы выкатили такой довольно приличный пост по поводу того, что они собираются переделывать в Генезис. Что было довольно много нареканий на, ну, не только на геймплей, да, там как бы в какой-то своей там основе, а именно на интерфейс. То есть вот показалось, что вся вот эта вот общая текстура и в принципе так, давайте мы вот так вот сделаем, поставим, что, ну, не соответствует классике, да, там как бы вот издалека от общего какого-то там
классического варианта, и разработчики вот там плюнули, психанули и сказали, что вот все, вопросов нет, будем как бы переделывать эту тему. И еще что будут менять разработчики, друзья, это сам прогресс и прокачку башен. То бишь отказываются от системы ну там быстрого, да, там ускоренного темпа прокачки башен, если те отстают, например, от какой-то определенной, и вроде как возвращаются к классическому древу улучшений. То бишь, чтобы не было такого, что мы играем одним типом башен, которые нам там где-то нравятся, и для грейда этих башен необходимо постоянно проходить одни и те же уровни. Вот как бы хотят от этой системы отказаться. Так, друзья, ну, в принципе, испыташка была довольно простая, и я, если честно, особо не понял, в чем суть этого, ну, испытания на скорость, ну, заклинание, да, но у меня весь ресурс как бы основной, и, возможно, это только первая кампания. Ну, ладно, давайте так, тут буду без героев, сугубо башенки, поэтому здесь вот уже может быть как бы, да, посложнее. У меня 6 волн и также 3 жизни, но у меня здесь, по идее, король должен быть, и вот он мне немножко будет помогать. Так, давайте вот так, наверное, сделаем. Вот так сделаем. И, в принципе, пока все, друзья. Пока все. На этом пока заканчиваю я вот свою постройку. Поэтому пока вот так будут дорабатывать, перерабатывать, переделывать, доделывать и менять какие-то вот определенные моменты в данной игре. До релиза остается на самом деле не так, чтобы слишком много, но и опять-таки по большому счету времени хватает для того, чтобы изменить какие-то определенные вещи. Так, давайте мы что здесь. Вот я бы поставил бы пищаль, да, но, наверное, вот сюда давайте мы поставим нашу катапульту. Поставим катапульту. И катапультой будет уже повеселее, я думаю. Так, сюда мы еще поставим пехотку. Пока только первый уровень. Ну, первая локация, первый уровень. Соответственно, как бы башенки не качают. И сюда я поставлю пищаль. Наверное, бандитам все-таки не удастся дойти до королевских покой, и король, я думаю, будет здесь отдыхать себе спокойненько и не увидит вот этого вот беспредела, который мы творим с его статуей, друзья. Вот это вот, что мы здесь вот играемся и такое вот вытворяем. Действительно играемся как бы вот. Так, хорошо. Пищаль. Тоже первый уровень. Давайте выберем следующую волну и сделаем вот такой вот заклинанец и немножечко бафнем наши башенки. Красивенько бафнем башенки. Так, хорошо, метеорит пока придержу. Ну, в принципе, вроде как должно быть ускорение на прокачку скиллов, и где-то оно, наверное, так и есть. Не могу сказать, что прямо аж, знаете, ну, вообще быстро качается, но и какой-то особой сложности пока не испытываю. Так, кучкуем здесь немножечко, Сейчас я метеоритиком фигану по этой вот толпучке, и немножко мы вот рассеем, да, так развеем вот эти вот общие такие, не знаю, наплыв бандитов, наплыв разбойников, этих пупсиков. Так, что-то, друзья, ну, на самом деле довольно просто пока и спокойно. Давайте мага поставим. У меня что-то есть подозрение, друзья, что надо, наверное, заглянуть в сложность. Возможно, там, ну, я не заходил давно, и я не знаю, обращали вы внимание или нет, когда перезаходишь, у меня бывает сбивается сложность с той, на которой я играл. Я обычно вот играю на максимальной, которая есть на данном этапе игры, это ветеран. Но пока вот что-то мы очень спокойно и легко играем, поэтому я думаю, что, скорее всего, у меня там стоит боец. И сейчас мы это дело с вами посмотрим и исправим. Так что вот так, в принципе, кому не... Да, боец, ну, в принципе.
принципе, как я и думал. Прикольно, прикольно, что вот, да, сделали такие текстурки в плане выбора сложности девчулек. Вот, ну, классно, воинственные такие, вот, мужественные. Это вообще на Ксену, принцессу воина, похоже на... или на Чудо-женщину, да, как бы вот из... другой такой вот супергеройской вселенной. Ну, в общем, интересненько. Так, отыграли мы здесь с вами, закрыли, друзья, доступные испыташки. И давайте двинемся вот к Академии волшебства. Здесь тоже давайте попробуем сыграть уже на ветеране, уже по-серьезному. То есть, как бы немножко отыграть и с геройчиками. И посмотрим, что у нас из этого получится. Что у нас из этого получится? Так, давайте вот так мы сделаем. Здесь мага поставим. Так, здесь у меня уже, кстати, я могу качать башенки без проблем. Сколько захочу и вроде на какой уровень захочу. Кстати, вот этот момент мне еще тоже довольно интересен. Сохранится ли возможность прокачивать башни, скажем, на последний, да, там как бы вот уровень уже со второго левела. Потому что обычно нам это все выдается, да, постепенно, друзья, если вы помните. То есть у нас нет такого, что вот мы уже как бы практически сразу можем качнуть башенку на 4 уровень и прокачать все ее там, спылы. То есть как бы, такой темки у нас тоже не было. Так, поставлю. Лучников поставлю, для того, чтобы накидывали лучникам теней. Эти, конечно, мощные, дикие. И, кстати, их вроде тоже буду перерабатывать. То есть, что касается вот мобов, с ними тоже будут работать. В плане их, ну, статистики, то есть там урон, здоровье, их какие-то вот там возможности и все остальное. То есть будут дорабатывать, друзья, и в принципе, с одной стороны хорошо и замечательно, что разработчики прислушиваются, да, там, к мнению там, большинства, сообщества и все остальное. Но с другой стороны бывает, что перебор может возникать вот именно по причине того, что прям чересчур увлекаются, да, и как бы вот идут на поводу, сообщества и там, тех идей, да, которые те выдают. Что касается бета-тестеров, то в принципе я так понял, что большинство из них тоже согласны с тем, что необходимо перерабатывать саму систему прокачки башен. И что она как бы вот, скажем, не оправдывает, да, своих каких-то ожиданий и какой-то классический вариант будет такой более, да, более эффективный, что ли, вот так. Кто-то даже писал, что присутствует определенный дисбаланс в башне. То бишь, одни башни лучше других. Как по мне, это небольшой минус, потому что в каждой части, там, от первой классической до Альянса того же, да, всегда такое было, что были, как бы, башни, которые максимально играбельные, и были башни, которые, не особо пользовались популярностью, скажем так. Здесь, например, я для себя вот могу выделить это из тех башен, которые нам пока доступны. Это элитных эльфийских рейнджеров. Прям чумовая башня. Реально одна из лучших на сегодняшний момент, как по мне. Вот эта вот ачивка прям восхитительная, друзья. Это из диснеевского мультика. Это Мерлин. И прям прекрасная отсылка, как и в принципе вот шахматы. Чудесно. Писали, что, и вообще, что дешево выглядит интерфейс и сама игра, что она уже больше походит на Kingdom Rush Battles. Да, есть здесь определенные такие, моменты и отсылки к PvP-шной версии КР. Но сказать, что это дешевка, извините, у меня вот просто язык не повернется. Например, даже вот эта локация, то есть Академия магии, да, вы посмотрите, насколько она красиво и детально прорисована, насколько она вот, ярко и,
чудесно выглядит. Я не знаю, мне, например, очень-очень нравится. Так, давайте будем пробовать по той же схеме, да, наверное, сюда мага поставим. Мага поставим. Но здесь мне больше надо будет все-таки, скорее всего, мне надо будет больше пехотки, потому что героев у меня нету, и сдерживать кем-либо у меня тоже нету. Так, сюда я тоже, наверное, мага поставлю. Сейчас, пока мы бандитам наваляем бандитов. Но при этом я не могу и на самом деле сильно близко подводить пехоту. Так, чувачок. Хорошо. Так, что у меня идет следующая волна. Давайте мы здесь укрепим немножечко мои башенки. И не могу сильно близко оставлять без прикрытия моих юнитов, потому что лучники теней мне этого не простят. И в принципе вот здесь вот я тоже магов поставлю. Тут возможно масштабненько вроде как. Так, пехотка, иди сюда. Давай, держи. Хорошо. Так, давайте вызовем следующую волну. Вот тут вот, как бы, вот что касается вот этого заклинания, да, королевского указа, это действительно, ну, перезаряжается безумно быстро. Это без Б. Согласен. Так, качнуть моих пупсиков интереснее. Вот то, о чем я, в принципе, говорил. Так, давайте здесь поставим, больным диабетикам немножечко. И вот сюда вот мы тоже поставим моих элитных рейнджеров. Сори, народ, надо будет что-нибудь, водички, наверное, какой-нибудь выпить. Практики не было. Уже 2 недели вот никаких летсплейчиков не записывал. И все в каких-то делах. Так, хорошо. Куда мы идем? Так, давайте мы вот здесь. Так, давайте. О, хорошо, отличненько. Тут накинули красивенько мои элитные рейнджеры. Это замечательно. Да. Подкрепление. У меня, кстати, есть на канале видео касательно подкрепления. Друзья, если будет желание, гляньте. Ну, то есть, как бы, да, максимально обделенная часть вот вселенной Kingdom Rush. То есть, вот, в принципе, до того момента, мне кажется, что какой-то такой, ну, полноценной информации по поводу подкрепления не было. Так, что это у меня? Четвертая волна. Кстати, на самом деле, даже на втором уровне казарма довольно, ну, неплохо себя, на самом деле, так, дайте мне денег. И, кстати, что касается экономики, ну, если не берем общих режимов, вот, ну, имеется в виду, которые мы сейчас с вами, да, отыгрываем, то на самом деле финансов хватает вполне. Ну, грех жаловаться и по мне проходить тот или иной этап, ту или иную локацию, ну, в плане экономики проблем никаких не составляет. Так, хорошо. Кстати, что у них? У них брони нету. Тоже девчульки. Клинки теней. Вот такие вот смертоносные, друзья, современные девчонки, и с ними надо дружить. Так. Давайте вызовем следующую волну. Может быть, за это дополнительные монеточки каких-нибудь дадут. И, в принципе, вкачаем мою казарму. И накинем брони немножко моим величественным воинам. Так, дайте, одной монетки не хватает. Дайте мне монетку. Так, давайте мы усилим, наверное. Вот, теперь есть, отличненько. И давайте мы метеоритиком слегка разбавим атмосферку. Так, а здесь вот видите, вот, лучники уже накидывают. Так. Возможно, я и погорячился в плане метеоритика. Так, давайте мы так сделаем. Ну, хорош радиус покрытия. Сразу все башенки держат. Здесь вот немножко магов качнем. Да, к лучникам подтянем. И давайте вот так сделаем.
выпалим эту бригаду, чтобы сохранить жизни моим величественным воинам. Так, хорошо. Тоже, кстати, довольно интересненькая была каточка. И, ну, прекрасненько, друзья, прекрасненько. Я думаю, что на этом мы с вами остановимся. Можно было бы, конечно, ну, прощупали с вами, да, вот этих вот два режимчика. Честно, я, ну, как бы скажем, этот режим, ладно, понятно, волшебный натиск, здесь как бы ускоренное заклинание, без героев. То бишь, вот, тема игры без героев, это всегда актуальный челлендж в классике и вот теперь в Генезисе. Но вот что касается испытания на скорость, этой темы я, если честно, особо не понял. Тут в плане ускорения заклинаний, ну, хорошо. Вот если бы они ускорили движение мобов и появление их, да, там, как бы, чтобы они вот более такие динамичные были, тогда да, тогда вот это действительно было бы испытание. А так, получается, мне доступны герои, мне доступны все башни, любые, и при этом у меня ускорены заклинания, а каких-то вот статов и характеристик на врагов не накинули там, ну или их сделать мощнее, или например, да, вместо классических каких-то там выходов бандитов и всего остального, чтобы на меня шли там какие-то жирные пупсы, то есть вот какие-то враги мощные, такие, которые вот будут сугубо, ну, на этом испытании там, или как бы, ну, чтобы они выделялись, а так получается, что ну, особо никакой, ну, не то что угрозы, да, а сложности это испытание мне, друзья, ну, не доставило. Еще я, конечно, как по мне, для данной части был бы актуальным бесконечный режим. Это мое мнение, оно, возможно, неправильное, но вот как раз вот для сохранения именно вот этого формата прокачки башен по их, да, вот улучшению, вот этому древу там как бы и стилю, который был в Iron Marines. Я давно не играл, но там вот тоже была, вроде, насколько помню, похожая вот ситуация с прокачкой. И вот если бы был режим или, ну, как бы две локации, как во Фронтирсе, то есть вот два флажка, играй, пожалуйста, welcome в бесконечный режим для получения вот именно опыта для башен и героя. Тогда не надо было бы переигрывать одни и те же уровни по 100 раз для того, чтобы качнуть ту или иную башню. А ты играешь себе в бесконечный режим, тоже прикольно, весело, строишься и, ну, чудесно, восхитительно себя чувствуешь. Тоже и испытание, и грейд твоих башен, твоего ресурса. Ну, было бы интересно. Ну, в любом случае, друзья, посмотрим, что там накрутят и что переделают разработчики. Напомню, релиз 24 сентября, не пропусти это грандиозное событие. Ну, а я буду держать тебя в курсе всех новинок и каких-то интересных событий. Подписывайся на канал, ставь лайкосик, пиши комментарий. Всегда рад, всегда читаю и стараюсь как можно быстрее отвечать по возможности. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Всех обнял.